Всем привет, дорогие друзья, другие подруги, здрасте, бритье. Потихонечку приспосабливаюсь, потихоньку приноравливаюсь, узнаю все больше и больше и больше о том, как можно и что делать, узнаю про камеру, узнаю про освещение. Дайте срок, я думаю, что пройдет совсем немного времени, может быть недели 2-3, месяц максимум, и я уже начну снимать по-человечески. По крайней мере, каких-то определенных результатов я уже добился. Во-первых, вы сами это увидели по стриму, во-вторых, я уже понял, что не надо писать в 100К, 8-12 битах, там вот с таким вот разрешением, что толку от этого, ну как бы, фу. Хочешь нормальную картинку, у тебя два варианта, 24 или 25 кадров, остальное все от лукавого. Ну, по крайней мере, так умные люди, которые уже и Крым, и Рым, и все много чего съели, пуд соли, они вот так говорят. Так мы и попробуем. Так вот, сегодня на бритье у нас необычайный предмет. С одной стороны он вау, 1900 год, вау. Ну просто, 120 лет, согласитесь, да, возраст. А с другой стороны, я сейчас не совсем понял, как к нему относиться, потому что, во-первых, он старше предыдущей бритвы на пару лет, во-вторых, они чем-то похожи, в-третьих, я не нашел никакой информации вообще, сколько бы ни гуглил, как будто тишина. Если кто-то знает больше об этой бритве, будьте добры, сообщите об этом, я брошу ссылочку под видео и все смогут посмотреть. Поэтому не буду вас задерживать, вы на крупный план, смотрите, трогайте, щупайте. Что у нас там сегодня будет? А я начинаю, догоняйте. Вот такой нехитрый наборчик я хотел бы вам сегодня показать. Давайте, наверное, как обычно, начнем с бритвы и посмотрим на нее повнимательнее. Тем более, что она у нас сегодня девушка-загадка. Итак, бритва. Это винтажное изделие я сегодня смогу вам показать благодаря Дмитричу. Это одна из тех бритв, которые он мне прислал. Знакомство начинается с коробочки. Посмотрите, какая она. Понятно, что внутри это то ли картон, то ли еще что-то. Но навряд ли картон, потому что здесь тверденькое. Скорее всего, что-то связанное с деревом. Но понаружи все обтянуто кожей. Натуральный или дермантиновый. Тут я вам, конечно, сказать не берусь. Но даже вот кнопочка, посмотрите, и то она той же самой кожей затянута. Посмотрите, как она красиво все сделано. Как обыкновенная шкотта-ручка. Ну, не думаю, что здесь натуральная, потому что, забегая вперед, могу сказать, что эти бритвы в то время, когда они производились, продавались достаточно незадорого, всего лишь за $1. Как только мы ее открываем, тут же сразу вот эта вот великолепная надпись Superior 12 Blades $1 Safety Razors. Бритва Superior, 12 лезвий идут в наборе, все это стоит $1. В каждый из таких кейсов входило по 6 лезвий. Лезвия, плюс ко всему, они были в картонной такой пачечке запаяны. Ну не запаяны, а просто в картонной коробочке отдельно. Вот наподобие того, как сейчас у нас все это происходит. То есть вы берете лезвие, а там лезвие, оно в картонной коробке. Точно так же и тогда была картонная коробка, вставлялась сюда, и вот в таком металлическом кейсе все это хранилось. К сожалению, не могу я вам это показать, потому что вот как пришло, так и пришло. И в этом лезвии тоже были. В этом кейсе тоже были лезвия. Но сейчас там другие хохоряшки, я покажу, что это такое. Ну и наконец, конечно, сама же бритва. Вот. Кейс пока убираем в сторонку. Бритва прекрасна, великолепна и смотрится шикарно. По конструктиву она несколько схожа с предыдущей бритвой, которая была на предыдущем обзоре, но есть все-таки отличия, и причем немаловажные. Итак, давайте поближе просто рассмотрим. Вот те самые лезвия, которые обозначились вот в коробке, помните, там было написано 12 штук. Так вот, для этой бритвы они шли специальные. По внешнему виду они схожи с теми, примерно чуть-чуть маленечко схожи с теми гемовскими лезвиями, которые мы можем увидеть сегодня и которые продаются в самых разных упаковках, начиная от вот таких вот и заканчивая картонными, где они будут обернуты вот такой лентой. Но согласитесь, все-таки некоторое сходство есть. Но посмотрите здесь на обечайке. Здесь написано имя бритвы. Премиум Дамаскус. И это на этом. А посмотрите здесь. Вот Дмитрий, добрая душа, выслал несколько лезвий подобного толка. И все их я вам сейчас покажу. Вот смотрите. Первое, про то самое, которое я говорил, что там прям написано было Superior. Вот видите, Superior, так и написано, что Superior.
именно для этой бритвы. Скорее всего, они шли в пачках по 6 штук в каждом. С обратной стороны, пожалуйста, Superior Safety Razors. На самом полотне, на самих лезвиях не было никаких обозначений. Только вот на обечайке писали и все. Несмотря на то, что они сделаны вот так вот, мне почему-то кажется, что это такая же углеродистая сталь, как была на опасных. Но это чисто интуитивно, так-то я не могу сказать. Но вот чисто вот по внешности, по тактильности, да, они очень похожи. Вот смотрите, как гемовская, это уже современная, отличается разительно. Ну а это вот то самое Дамаскус, которое стояло вот в самой бритве. Что здесь именно из Дамаска, я так и не понял. Но смотрится, конечно, уважительно. Уважительно, прям качественно. Но это уже более современное, это гемовская. Очень сильно похоже на то, которое мы с вами лечили, прежде чем ставить предыдущую бритву. То есть брали с вами вот эту вот обечайку, снимали и, собственно, брились. Да? Давайте вот вначале я вам покажу бритву, рассмотрим ее, а потом вы сами все поймете. Верхняя часть витиеватая, все как положено, сделано так красиво. Здесь есть два зажима, благодаря которым именно фиксируется лезвие на самой гарде. Гарда с 12 вот такими вот зубьями, можно сказать. Ну и зажим. Зажим, да, сделан несколько иначе. Он здесь, смотрите, какой в виде прищепки. А вот в чем отличие, так это вот в этой части, ребята, это не монолит. То есть вот эта вот верхушка, которую я вам только что показал, она на заклепочках аккуратненько. Вон там внутри, посмотрите, она пришпандорена. И то есть нет такого, чтобы она раскладывалась. Здесь уже определенная жесткость, она уже присутствует априори. А дальше уже, да, тут уже маленечко схоже. Во-первых, ручка точно так же крепится на резьбе, как и в предыдущей бритве от братьев Камп. Ну а отличия уже пошли в том, что ну, хотя бы ручка пустотелая. У нее там в футляре лежит продолжение, которое выглядит вот так. Это дополнительная часть, которую вы можете или нарастить, то есть взять вот так вот и сделать ручку более длинной. Если, допустим, вам не улыбается бриться короткой, и у вас получится вот такая вот длинная ручка. Ну, конечно, тоже пустотелая. Или дополнительная возможность, которой обладает эта ручка, это вы насаживаете на специальную вот такую вот штуку, как бы державка. Ну и по идее, вот тут я завис. Потому что, по идее, вот эти лезвия можно было бы вставить сюда, но и типа как править на ремне, да? Мы с вами уже с этим сталкивались, но нет, нет. Если взять, допустим, родное Superior, посмотрите, если делать так, как должны делать, оно пролетает со свистом. Ну вот оно, оба, и все, и вышло. Ну то есть вот это явно под каванину. Из чего я сам для себя сделал вывод. Если американцы 100-летней давности ничего не перепутали, то это дополнительный инструмент, который позволял в эту бритву вставлять каванину. А вот эти лезвия, ну они как были одноразовыми, так одноразовыми, скорее всего, и оставались. А те, которые с каваниной, вот к ним уже применялась вот эта вот штука. И спокойненько можно было так жик, 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 жик. Вот так вот делать. Ну вот давайте я вам постараюсь показать, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вот оно. Это каванина. Вот такая каванина. Вот смотрите. Она и то со свистом здесь пролетает. То есть, опа, видели, да? Осторожненько. То есть для того, чтобы она, ее вот так вот надо подтянуть чуть-чуть, и то не факт, что она зафиксируется. Она все равно вылетает. То есть вот тут я в некотором, конечно, творческом зависе, потому что я не совсем понимаю, вот для пурка вот эта вот штука. Для этих не подходит. Каванина и то не всякая сюда войдет. Но если вот ее оставить так, как есть, и не обжимать, и не поджимать. То есть вот для чего вот это шло в наборе, пока загадка. Ребята, если кто-то знает, будь ласка, скажите, пожалуйста, объясните. Сама бритва. После того, как вы ее вытащили в коробке, она будет иметь вот такую вот коротенькую ручку, вполне себе рабочий инструмент, вполне себе годный. Уже можно работать, но всегда можно ее нарастить и ручку сделать более длинной. Тогда она превращается в вот такое вот шикарное изделие ее. Родные лезвия мы ставить не будем. Я не уверен, что они заточены, поэтому мы пока их уберем в сторонку, как и эта гемовская. Потом, чтобы лезвия не стукались о металл, я сделаю так, как оно и было, собственно.
сделаю распорочку. В качестве распорочки здесь вот такая вот кожаная конструкция была. Я так понимаю, что это от перчатки кожаной, и что-то можно было полировать. Вот. И сейчас распорочку сделаем, и лезвия никуда не шалохнутся, и будут как влитые, как копаные. Вот. Ну, поставим с вами гем, но с этой стороны мы бритву с вами уже посмотрели. Я вам не показал ее с другой стороны, самой-самой красивой. С той самой, где и написано волшебное слово Superior, Safety Razors. И вот здесь вот, ну тут Америка, все дела, ля-ля тополя. И вот здесь вот мелким-мелким шрифтом, не знаю, увидите, не увидите, патент от 20 августа 1900 года. То есть вот человек все-таки считает, что он нечто особенное сделал и все-таки запатентовал эту бритву. Ну, что особенного, я так, честно сказать, и не понял, как и не понял, почему очень скудная информация об этой бритве. Я потратил полдня, так ничего толкового-то и не нашел. У кого есть больше информации, чем по тем ссылкам, которые вы видите под видео, ребята, дайте, пожалуйста, знать, дайте ссылку, я размещу, чтобы все, кому интересно, было бы удобно зайти, посмотреть, потрогать, пощупать. А мы с вами сегодня поставим более современные лезвия. Наверное, вот из этой категории. Этим лезвием я уже один раз брился. Для тех, кто не в курсе, хочу напомнить. Эти лезвия хороши тем, что первый самый раз, когда вы им бреетесь, оно самое-самое-самое такое некомфортное для вас, а потом каждое последующее бритье будет вас наводить на благостные мысли, потому что лезвие будет брить все лучше, лучше, лучше и лучше. После того, как вы ставили лезвие вот благодаря вот этим зажимам до конца, здесь вот маленькие такие упорчики есть, лезвие фиксируется. Все, что нам остается, это просто взять и зафиксировать его окончательно благодаря вот этой прищепке. Все, бритва готова к работе, никаких ремней, никаких направок не нужно. Можем идти спокойно бриться, а вот в этой ванне у нас будет собираться пена, а мы с вами будем промывать и снова бриться, 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 плюнем к чертовой матери на все. Будем только бриться. А чем же? А я вам покажу. Побреемся, ребята, сегодня кремом. Кремом Natural Shaving Cream от компании Pacific, которая возникла в 2012 году. Благодаря Stan Andreas и CC Sofrans. Или Sofrans, как правильно поставить ударение. Это муж и жена. У них романтическая увлекательная история, что в 2012 году до них наконец-то дошло, что мир просто тускнеет, если в нем ничего не будет натурального, недорогого, и которое не будет повышать СО, и которое будет чрезвычайно веганское, и которое будет хватать надолго, и которое просто людям будет нравиться. Но они поняли, что этого в мире просто нет. И они решили это сделать и сделали. Стали выпускать свою продукцию, одна из которых это вот крем для бритья Natural. Здесь не случайно написано, потому что здесь используются только натуральные ингредиенты, никаких химических отдушек. Короче, ребята, здесь 3,4 унции, 96 грамм или 100 миллилитров натурального мужского счастья. Потому что, ну, опять же, со слов ребят с сайта, благодаря вот этому крему вы будете бриться так, что у вас никогда не будет покраснения кожи. Благодаря этому крему у вас всегда кожа будет настолько эластичная, что дельфины будут в истерике выбрасываться на берег, потому что даже им не светит эта кожа, а у вас она такая будет. Так ли это или нет? Ну вот сегодня мы с вами и посмотрим, и потрогаем, и пощупаем. Из чего этот крем состоит? Ну вот здесь вот я сейчас где-нибудь размещу, вы сможете посмотреть, почитать, потрогать, пощупать. Ну а от себя лишь могу сказать, что, ребят, ну интересно. Часто в жизни случается так, что на словах он Лев Толстой, а на деле член простой. Ну вот сейчас вот там, что на сайте у ребят написано, давайте и проверим, и посмотрим. Я думаю, что пишут красиво. А как будет в работе, давайте уже проверять, давайте смотреть. Выглядит это все хорошо. Так что вот этой штукой сегодня и будем бриться. А поможет нам новинка от всемирно известной, не побоюсь этого слова, нагремевшей пару-тройку 5 лет назад компании китайской Яки.
дыбищ. Да-да-да, ребята, той самой Яки, которую впервые в России показал наш канал, на котором бессменным ведущим, смотрите, как хорошо работает, всю пыль убирает. Ну, в смысле, то, что с него налетело. Это несмотря на то, что я уже промыл. Ну, уже как бы задатки есть. Бессменный ведущий, ваш покорный слуга, Иванов Вадим Викторович. Первый раз, когда Яки появились, в нашем сообществе много было фу-фу-фу, да Китай, да что вы такое говорите, да мы серьезные такие люди, нам Китай западло, нам давай чего-нибудь такое. Не все такие были, но таких было много. Так вот, прошло 5 лет. Как бы, вот видите, да? Как бы Яки с пробором поклали на все этих хейтеров и потихонечку развивались. Тогда, впрочем, как и я, тоже с пробором поклал и потихонечку развивался. Шло время. Те, которые раньше фу-фу-фу кричали, сейчас уже тоже показывают Яков и даже хвалят так, иногда даже чрезмерно. Но все-таки я вот это вот, то, что я сейчас сделал, я сделал специально. Может быть, Яки и хороши, но, ребята, глаз да глаз за ними нужен, это во-первых. Во-вторых, это кабан. Кабана в продаже еще нет, это экспериментальный, поэтому, если вот вы, все-таки, когда он появится в продаже, вы такое увидите, ну не судите строго. Дайте ребятам наладить партию. Я думаю, что все будет хорошо. Почему? Потому что, во-первых, компания старается на самом деле для нас как можно лучше, а во-вторых, ну что-то вот нормальное в этом по Москве все-таки есть. Давайте вот побреемся и посмотрим, чем будем бриться. При диаметре 25 мм, я думаю, в душе он где-то 24. Длина узла 55 мм. За ручку вам рассказывать ничего не буду. Это старый добрый акрил, который, ну да, видите, точно 24. Старый добрый акрил, который у нас уже был не единожды. И на синтетике, и на барсуках. А что из себя покажет кабан? Ну, давайте смотреть, давайте глядеть. А это все производственное, это пыль, она улетит и все будет хорошо, и все будет нормально. Чем заполируемся? А что-то знаете, глаз сегодня на Диархарисов, как вот упал и как айда валяться, и говорит, Иванов, что-то, говорит, вот Мальбора тебе точно не хватает. Я говорю, ну ладно, давай, раз не хватает, так пускай будет Мальбора. Итак, ребята, перед вами старая добрая английская компания, которая выпускает уже не первое десятилетие свою продукцию, которая, если мне даже память не изменяет, аккредитована при королевском дворе. Не все в этой компании мне нравится, но есть вещи, которые вам забыть просто не удастся. Ну вот Мальбора, например. Сандал. Сандал мое все, пока в этой компании. Мальборо хорош, интересен. Я не знаю, как им удалось передать те деревянные нотки, вкусные, замечательные, коричневого цвета, пахучие, душистые, которые просто заставляют, ну, хорошо себя чувствовать. Но вот у них это удалось. И вот благодаря вот этому вот не в последнюю очередь мне нравится этот автошейп. Все, хлопцы, вы честно выдержали сколько там, 15 минут, больше вам голову морочить не буду. Пошли уже наконец бриться. Все, пойдем. Первый компресс до остывания, пускай идет обратно греется, а я же пока воспользуюсь случаем и берем вот этот крем. Хочу его использовать также и в качестве пришейва, поэтому чуть-чуть так, фиг-то там, проверяем контроль первого вскрытия и точно как в воду глядели. Контроль первого вскрытия убираем, молодцы, вот как вот не пропадать же добру, да? Так вот, закрываем, открываем, наносим. Хочу маленечко вот так просто по физии размазать и посмотреть, как он сработает. Много брать не будем. Так, видно, да? Где тут? Где тут? А, вот так вот, вот. Так, сюда. Уф. Что-то цитрусовое. Но тем заверением компании, которые я прочел на сайте, что одного такого баллона в 3-4 унции хватит аж на 100 человек. На 100. Бросили в сумку, идите рот солдат брейте. Ну я фиг его знает. Люди все разные. Кто-то любит так, кто-то так, кто-то побольше, кому-то вообще не надо. Он недавно комментарий парнишки прочитал, говорит, да, говорит, ваши тэшки фигня все это. Мне, говорит, кассетника на 2 недели, во. Я, говорит, все равно, блядь, под душем встал, говорит, без крема, без нифига, поводил, мне хорошо. А ваши бритвы, говорит, бриться, это мне крем, надо заморачиваться, что-то там, прочувствовать. Ну, я прочитал этот комментарий, ну, а что, вполне себе жизнеспособный такой, жизненный. Люди все разные, на самом деле.
Если бы были все одинаковые, было бы грустно. Это во-первых. Во-вторых, ну представьте себе человека, которому вообще нафиг ничего не надо совершенно. Он делает просто. Он взял лицо холодной водой, сполоснул, кожа у него в гуску вот так, волосья зафиксировала, как в тисках. Он берет, что у него там есть, топор, лезвие, я не знаю, там бритву на свечку насадил, или там кассетник, да, любое острое. Провел, соскоблил, пошел. Есть такие? Есть. Топором бреются? Есть. Но у людей кожа такая, у людей щетина такая, он может себе позволить. Но есть же и алаверды, есть и другая сторона. Человек пошел бриться, он зашел в ванную, только посмотрел на бритву, у него сразу аллергия. Ну, в смысле покраснение. Ой, жим-жим. Ну, то есть, он чуть-чуть даже прикасается, и у него уже жопа, у него уже попандос. Есть и такие, всякие люди есть. Так что вот как-то все под одну гребенку, я думаю, все-таки это не гоже. Так, ну и чтобы разговоры не разговаривать, вот смотрите, помазок у нас уже как бы готов. Предлагаю сейчас еще один компресс, прямо на то, что мы с вами намазали, и сразу, ну сколько возьмем, наверное, сантиметр, да? Ну там же говорят, что роту солдат можно побрить 100 человек. Вот сантиметр возьмем и попробуем кабанчиком навести марафет, посмотрим, что из этого получится. Не самоцель. Будет мало, я еще добавлю. Мне просто интересно проверить. Вот и все. Компресс. Фух. Что-то так кайфануло, аж чуть. Ой, голова чуть не закружилась. Так, ладно. Давайте выдавливать наш заветный сантиметр и посмотрим, что из всего этого получится. Лишнюю влагу уберу, но стряхивать, выжимать не буду. Разочек. Давайте сантиметр. Вот такой. Ну, можно сказать сантиметр, да. Ну и посмотрим, что он нам покажет. Хороший кабан. Интересный. Что-то есть такое, знаете, от испанцев. Вот такое примерно по плотности, по вот этому вот фимоги, вот эти вот все. Так. То ли я там что-то пропустил, то ли у меня очень сильное подозрение, что вся эта фигня из тюбика должна без помазка работать. Смотрите, пены от слова совсем нет. Но там не было никаких упоминаний вот такими буквами, что типа там все наносится руками, дарам-дарам. Я поэтому как-то без задней мысли. Ну, я на сайт, как умная Маша, инструкцию почитал. Что-то пропустил. Ну, ладно. Давайте. Ну, рукой нормально. Тогда за экономичность не совсем уверен, потому что вот тот сантиметр, который мы с вами выдавили, да фиг ли бы его на 2 раза-то хватило. Второй раз все равно придется мазать. Ну на лице сейчас ого, я вам скажу, норм. Так, ну ладно, хватит ныть, пора уже бриться. Вот вы говорите, люди разные, ну я говорю. Ну так это же хорошо, греем бритву. Самое главное, не равнодушные. И самое главное, не хейтеры. В том плане, что, знаете, есть такая категория людей, они всю жизнь проводят в коричневом цвете. У них куда ни плюнь, куда ни кинь, куда ни брось, взгляд, взор или что-то там еще, у них все коричневое. Это говно, это вообще ничего, это вообще не так. Ну это же грустно. И люди так всю жизнь проводят. Прикиньте, да, у них вся жизнь коричневого цвета. А вот те люди, которые неравнодушные, ну вот они, собственно, это все и придумывают. Вот взять хотя бы вот этих вот ребят из, ну как компания Pacific, да? Ну решили что-то веганское замутить. Так молодцы же, молодцы. И причем не просто так, не на словах, а на деле. Пошли и сделали. Плюс показывают, что они неравнодушные люди. Неравнодушные настолько, что у них даже на сайте там указано, что ни одно животное при тестировании вот этой вот продукции, которая имеет сертификаты, не пострадало. Ну ж приятно, приятно. Это одна сторона. Другая сторона, есть тоже неравнодушные, которые, допустим, ну, делают что-то жировое, да, и тоже там что-то, прям горят, и тоже пишут там, ни одна морковка, ни одна тыковка, там, ни один пестик при испытании мыла не пострадали. Ну, тоже молодцы, тоже хорошо. А мы с вами приходим уже и
Кто хочет веганское, кто хочет там вулфетовское или еще что-то. Выбирает, смотрит, трогает, щупает на себя, примеряет. И мы тоже все разные. Вот так вот разнообразие это в этом мире-то и поддерживается. Но не то, что так, знаете, одной направленности, фу, там, ну нет, так неинтересно. Не, ну я так не играю. Понимаете, я не чувствую. Не чувствую бритвы, не чувствую лезвия, ничего не чувствую. И щетины не чувствую, потому что ее нет. Уж не конкурент ли это для Малькутта? О, как интересно. Как интересно, девки пляшут. Ладно, давайте посмотрим. Знаете, еще при установке лезвия я посмотрел, во-первых, показалось, что правая сторона была чутка повыше, чем левая. Я думаю, ну ладно, Иванов, ты это не бузи, не придирайся, побрейся вначале. А потом мне показалось, что уж как-то все это там слишком близко. Думаю, вообще эта бритва брить-то будет, потому что там вот лазор какой-то минимальный был. Бреет, бреет. Да не, фигня, сбреем, да? Сбреем. Да не, был бы помоложе, повыделался бы, а сейчас нет уже, нет. Не, куражу-то хватает на троих молодых, но уже не по чину. Нет, это уже... Мы в свое время покуражились, поотрывались, побесились. Ну, я думаю, что человеку для этого молодость-то и дается. Чтобы он все векторы в этой жизни попробовал, понял, что хорошо, что плохо, куда можно, куда не можно, и нашел применение для своей внутренней вот этой вот ци или чего у него там есть, или как это по-французски, не знаю. И вот и выбрал, и вот ту сторону вот идет. Так что я уже выбрал, я уже иду. Мне вот эти вот, ну прикольно, конечно, ну так с вами поржать в зеркало, посмотреть, да и все, не более того. Так, а что ж с тобой делать-то, фитюлька ты моя замечательная? Safe, natural and picking, нифига без очков не вижу, ingredients. Ну это все понятно. А где про помазок-то? Нету, нету. Вы понимаете, когда помазком по лицу водишь, такое ощущение, что помазок лишний. То есть ни пены, вообще ничего. И сидишь и не знаешь, как себя чувствовать. Вот поэтому я считаю, что... А вот сейчас на лице очень-очень много всего. Так, ладно. На влажную еще раз нанесем и на второй проход. И еще чуть-чуть водички вот так. Ребята частенько спрашивают в комментариях ВК: Викторович, а вот там вот что, вот я вот контур, у меня бородка, что мне, как, где, вот, ребят, один из вариантов. Смотрите, скольжение неплохое, это пена-то йог, от слова совсем. Ну что, вот это вот мазня, ее не пеной вообще ничем не назовешь, а тем не менее, бритовка-то идет, и все нормально, все хорошо. Так. Давай-ка, бритовка, мы тебя еще намочим.
Ой, как интересно, прям. Я такой прям что-то пока довольный. Еще намочим. Так, это что такое? Я бритву по большому счету макаю не для того, чтобы что-то с нее смыть, а для того, чтобы она мокрая была, чтобы она хотя бы по лицу шла. Потому что без воды, сами понимаете, тут ловить нечего. Бодрый, прям уверенный ДФС на процентов на 70, 65, 70, 60 по всему лицу. Больше оскоблить не стану, причина проста. С этим кремом я не возьму, да и сможет ли, способна ли бритва на это, тоже пока какого-то такого, знаете, определенного понимания нет. Может быть, тогда, 120 лет назад, именно вот так вот и нужно было. То есть взял вот так вот чисто визуально смахнул, да, тем более каждый день, если тебе надо. Ну и все, и в путь. А так, чтобы там до вот этого поросячьего визга, до бильярдной кости, до скрипа, ну, может, она и не предназначена была для этого. Это легко проверить, побрившись в следующий раз уже с обычной пеной и по-нормальному. Но вот сейчас как есть, так есть. Так что вот так вот. Если будете настаивать на пересмотре, я за. Только скажите, еще раз перебреемся. Если нет, потом обязательно, когда-нибудь мы это сделаем. Но сейчас пойдут другие бритвы. Теперь, тем более, что, слава богу, есть что показывать благодаря Дмитричу и другим ребятам. Поэтому ваше слово, ребята. Если в следующий раз ее же, без разговоров, с нормальным мылом ставим, пробуем. Если идем дальше, а это потом, тоже вариант, тоже хорошо, тоже здорово. Ну а сейчас компресс и автошейв. Фух, хорошо. Хорошо. Так, ну, хорошего помаленьку. Давайте уже, наверное, одеколончик нанесем. Я пока сидел на компрессе, успел тут расстроиться кое-из-за чего. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, Диар Харрис. Марборо. Ну, вся та самая деревянная нота, про которую я говорил, хотя, казалось бы, откуда я там взял все-таки Мальборо, да, там кто-то сразу сигареты перед глазами. Я когда первый раз Мальборо услышал, тоже думал, о, табачок нормально будет. Да куда с добром, нет никакого табачка. Тут свой своеобразный букет, имя которому Мальборо. Вот и все. К табаку. Да я бы не сказал, что он какое-то отношение имеет. Трубочный табак сюда никак не притянуть, сигаретный никак. Разве что свежий табачный лист, но откуда, кто из нас знает, как он пахнет, я точно нет. Поэтому мне этот запах просто нравится и все, не больше, чем сандал. Сандал это фаворит, сандал не трожь. Как там будет, я же мать, мой сандал, я же сандал, не трогай мой сандал. Сандал Диар Харрис это бомба, бомба. Что автошейв, что одеколон. Одеколон мне нравится больше. Мне кажется, что Диар Харрисов, одеколон, сандал, он вот самый такой вот, какой вот он должен быть. Вот он такой вот есть. Вот лучше я просто не пробовал. Одеколон, Диар Харрис, сандал. Просто. Автошейв, он хорош, но первый раз, когда я его попробовал, мне показалось, что он слишком уж, знаете, с перебором.
То есть там слишком он такой. Но вот в одеколоне этого нет, а в лосьоне есть. Но каждому, то есть кому как, всем по-разному. Потом постепенно стерпится, слюбится, мне и он стал нравиться. Но одеколон все равно мне не переплюнул. Одеколон это Forever. Мне тут любимая порадовала накануне, сделала маленький подарочек. Я с дуру не принес его, чтобы вам показать, а надо было бы. Давайте на следующее бритье забьемся. Моя мечта, то, о чем я ходил несколько лет подряд сок. Знаете, вот как вот есть с тобой рядом люди, которых ты любишь, которых ты уважаешь, без которых ты вообще никак не можешь, и ты все отдаешь им. Вот все, что есть, вот все, и не жалко ничего совершенно. А вот как что-то для себя, вот тут сразу же уже начинаешь, да ну, да потом, да денег нет, да. Вот таким макаром мы часто всю жизнь через себя пропускаем. Любимая это просекла, увидела, что я там сам для себя зажимаю. Ну и вот тут, короче, я вам потом эту историю расскажу. Так вот, вполне себе нормальная годная штука, на мой взгляд, несколько переоценена. Ну, то есть, сколько там, 3, 4 или 5 косарей, сколько он стоит, конечно же, это слишком. Тут часть денег вы отдаете за дом королевы, часть за имя, часть за историю, часть за бренд, дарам. Ну и, на мой взгляд, тут где-то, ну, может, 1500-2 это за лосьоны остается. Да и то 2, это, наверное, много, полторы, как-то вот так. Нет в нем ничего такого, чтобы он бум, вот на такую сумму. Но это мое личное мнение. Все остальные могут к этому относиться как угодно. То есть вот там есть же такое, что вот, вот элитная, там вот за такие деньги, она говорит, да, так извините, элитная и пахнет по-элитному, не совсем так, как вот. А здесь просто хороший запах, просто хорошего лосьона, вот и все. Но не тянет на ту сумму, извините. Вот я это так вижу. Хотя есть другие лосьоны, которые пахнут прям богато. Но душевно, но нравится. Вот сейчас вот кожа уже к этому, к дереву стала маленечко кожи подмешиваться. Откуда там кожа? Да фиг его знает. Но для меня она есть. Ну, итак, помазок. И обрадовали, и расстроили. Чем обрадовали-то? Да, обрадовали, наверное, тем, что на испанцев сильно похоже. То есть все те, кто вот Симоги и Жесими уже попробовали не раз. Ребята, вы удивлены не будете. Это точно такая же фактура. Мне в последнее время, вот наравне вот как 13-10, да, вот помните, было время, я его несколько лет подряд восхвалял, подустал я, ребята, похолодел, потому что я попробовал других кабанов, и они мне нравятся больше. Ну, мало вот этой вот мягкотелости, которая в них есть. Ну, вот, понимаете, вот мало. Я вот в последнее время даже нарвался на кабана, который мешочек мне дает, понимаете. Пускай там в зачаточном что-то, не такой, как у барсука, но он там есть. И он ведет себя совершенно по-другому. Я кайфую от этого узла. Поэтому я качественно уже перешел маленечко в другую категорию. Да, это та самая категория, которая имеет право на жизнь, которая до сих пор еще приносит радость многим людям. Но я имею в виду вот эта вот испанская школа, направленность. Испания, Португалия, но не мое. Мне это уже мало, мне хочется большего. Поэтому за это я рад. А за что не рад? За то, как он совершенно непростительно, по-хамски, прям вот так вот сыпался сегодня. Я в начале видео там как-то, знаете, поржать чисто там на кураже, там потряс маленечко тут кистями, с него как хлынуло. Ну ладно, что, с производства с кем не бывает. Но оказывается, вот что. И во время бритья, и сейчас он тоже хамит, не по-детски. Лично для меня это повод задуматься и дать колокольчик. Яйки, стопе. Меняйте компанию, где вы узлы покупаете, потому что такое людям пускать нельзя. Не, конечно, можете пустить и такое. Но просто партия 2-3 и потеряете больше, чем приобретете. Я сам для себя догадываюсь, откуда могут быть такие узлы. И такие узлы случаются, если ты, допустим, берешь не очень известной компании и за так себе деньги. В надежде там вот так вот заработать. Не наш метод. Нет. Мы с Евгением давно уже пришли к тому, что лучше переплатим, зато потом за это стыдно не будет. И если бы, допустим, мы купили партию узлов, и у нас бы вот так сыпалось, я бы уже думал, что мне делать. Я бы их даже за 3 копейки не стал бы выпускать, даже с любыми ручками вообще. А зачем? Для чего? Ну, вы сами подумайте, вот ладно, хлоп, вот получилось так, ты вот нарвался вот на такую партию.
и она у тебя вся сыпется. Даже если ты за 1000 их, за 600, за 700, за 500 выпустишь, ну это жопа, это просто жопа. Единственный вариант, это, ну, я не знаю, ну, поставить на него ручку и бесплатно раздавать. Ну, ребят, ну, я еще не настолько богат. А так вот в нынешнем своем вот этом состоянии, то, что с него вот так вот сыпется по сыпучести, он не сильно-то похож, вернее, не сильно-то отличается от тех помазков, которые могу пойти в магазине в любом китайский, якобы российский, за 150 рублей взять. Примерно то же самое. Вот и все. То есть нет, у всего есть своя цена и у всего есть свое соотношение. Это нельзя пускать на рынок, это нельзя, это плохо. Яки не для того целыми годами зарабатывали себе имя, чтобы вот по таким вот пустякам его растерять. Сразу же после обзора напишу якам, скажу, что подмазок сыпется нещадно, и чтобы они обратили на это внимание, пока он, слава богу, не попал в продажу. Потому что если бы сейчас это было в продаже, я бы им порекомендовал не продавать, убрать бы все это нахрен. Потому что просрать легче, чем заработать, это точно. Вот. Ну а ручка что? Ручка, да нормальная ручка, яковская. Так, крем. Начнем с того, что не мое. Я никогда таких кремов не понимал. Ну, то есть, да, они все-таки дают побриться, да, с определенным комфортом, да, конечно, можно. Но мне там пена по локоть, там по сугробам, там увяз, там после баньки сугроб жает тебя со всех сторон. А здесь что, ну здесь после вот из бани вышел, а на тебя, ну, с шланчика там диаметром, я не знаю, сантиметр 2-3 льют водичку под напором таким, ну, средненьким. И что? Ну, какой кайф? Да никакого. Тебе надо или в прорубь, или в ванну, или с ведра на худой конец на себя вылить, или просто в сугроб плашмя упасть, хрен с ним, потом перевернешься. Ну а это шлангой поливать, ну это ни о чем совершенно. Мне раздолье подавай, мне побольше. Так вот здесь вот это шланг. Хотя не спорю, это вполне себе имеет место вот для тех, кто любит контуры подводить, для тех, кто с деликатной чувствительной кожей и у которых очень-очень большие проблемы с большинством косметикой. Вот веганский вариант, проверен. Ни одна морковка, нет, морковка пострадала, ни одно животное не пострадало. Так что вот, ребята, возможно вариант. Плюс, но когда контуры подводите, здесь практически нет никакой пены. Вам тоже будет видно, тоже будет хорошо. Стоимость смотрите сами. За 100 мл 15 баксов деньги не маленькие. По запаху подберете сами то, что вам нравится. А все остальное, ну, вроде Satisfaded. Поэтому тут я, ну, вот именно потому, что я не любитель, я не могу как-то, знаете, такой твердик просто вынести, да и все. Ну, что сказать, ну, тут по мазкам нельзя работать. Отдайте мою конфетку, у ребенка конфетку забрали. Я тут помазок приготовил, блядь, они, вот на тебе. Кровная обида. Не, ну сам дурак, надо было все-таки найти, где-то тут что-то же написано, что типа без помазка. Но я не нашел. А если и написано, вот будет конфуз. А он с помазком никак. Ладно, короче, 4,5 в моих глазах. Хотя я реально понимаю, что надо поставить 5 людям за старание. Они же в конце концов старались. Но вот у меня почему-то 4,5. Вот так вот. Ну и бритва. Мягкая, реально мягкая, ну просто неприлично как мягкая, деликатная, в бильярдную кость, то я не знаю, что мне тут нужно было сделать, чтобы выбриться. Я думаю, что это скорее всего для тех людей, у которых не очень жесткая щетина, а ближе к мягкой, и вот им, для них это будет просто спасение. Малькутта не переплюнула. Хотя никаких таких особых каких-то раздражений здесь не вижу, но я вижу то, чего не увидите вы. Вот у меня вот тут полно ДФСов, и если сейчас взять ваткой провести, то тут такие его букеты оставались, что мама не горюй, а мне это не нравится. Я люблю, а здесь, извиняйте. Но то, как она сделана, и то, что ей уже 120 лет, конечно же, несомненно, вызывает уважение. И я ее принарядил маленечко, вот перед тем, как она перед людьми будет выступать, я ее помыл в ванной. Ну, это ультразвуковой. Она сейчас вообще блестит, сверкает. Ну, выгулял мадаму, дал свет посмотреть, дал людям
поглядеть. Так что вот грех ей жаловаться, и сейчас опять у коробочку на заслуженный почет, и никуда она не денется, будет в нашем музее, в нашем канале. И если кто-нибудь когда-нибудь скажет: а, Викторович, вот у тебя там superior number one, есть? Я скажу: есть. А давай, заставь, запросто. И все, и мы с вами чук-чук-чук-чук-чук, и все, и побрили, что плохого-то. А все что? А все почему? А все благодаря кому? Дмитричу. Огромное ему спасибо, большое. Вот, наверное, вот половина коллекции, которая есть в музее, это вот все Дмитрича, добрая душа. Дай Бог ему здоровья. Как, впрочем, и вам, ребята, за то, что поддерживаете канал, за то, что не ленитесь смотреть целых аж от 15 до 20% экранного времени. Это немало, это немало. Это нужно пилить ролики там по минуте, по 2, по 3, чтобы люди где-то там за 50% просмотра перевалили. Ну или очень-очень-очень такой эксклюзивный сюжет. Вот, допустим, как адвокат Егоров или кто там делает, да. Вот дядька могучий. Сколько я у него видосов смотрел, от корки до корки, вот всегда просто... Но обретет тут несколько иное, поэтому с вашей стороны 25% просмотров это уже достижение, это уже хорошо. Так что вам за это тоже огромное спасибо. Ну и до новых встреч. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай всегда все будет хорошо. До следующего обретя. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.